Всем уже доброго утра, поскольку уже утро. Я хочу подарить этот ритуал практикам. Хотя это можно прочитать и просто так, собственно говоря, без ничего, без алтаря, без свечей, без подготовки. Можно просто переписать, держать у себя и читать в момент опасности или трудности. Почему ведьмы неуязвимы? Многие скажут, что во времена Инквизиции сжигали ведьм и тому подобное. Сжигали всех неугодных и тех, чьим имущество можно было наполнить казну. Ведьм не сжигал никто. Среди них не было ведьм. Ведьмы ушли в подполье. Ведьмы, колдуны имеют особую защиту, и они не боятся ни властей, ни иных элементов, которых боятся обычные люди. У них есть сохран. 100 раз мимо тебя пройдут, тебя не заметят, не увидят. И это вполне проверенный метод. Навести мороку, начитать и скрыться от глаз, стать невидимым. Конечно, ты прозрачным не становишься, но человек тебя словно не замечает. У нас очень сложная жизнь. Не каждый может взять на себя такой крест, тяжкий крест. Вы не знаете нашу закулисную жизнь, лучше бы вы не знали. То, что у нас в жизни происходит, это не обычные проблемы обычной женщины. Многие могут сказать, но у нас у всех бывают проблемы, трудности, вы не знаете нашу жизнь. Нам нужно огромное мужество, чтобы жить. При этом еще иметь силы помогать кому-либо. Если вы когда-нибудь узнаете нашу жизнь, если кто-нибудь из нас вам расскажет, хотя мы не рассказываем, мы не говорим, вы просто удивитесь такой силе воли и силе духа. Потому что ни один человек, пройдя такое, испытывая такое, не будет желать еще к тому же сверху кому-то помочь. И этому человеку просто будет не до кого. То, что вас доведет до сумасшествия и виселицы, мы практически каждый день в своей жизни проходим. Определенный этап может быть счастливым. Я уже говорила, что ближе к 40 нам позволяет создать семью, но при всем этом мы служим этой силе. Если мы начнем служить своему мужчине больше, чем этой силе, то его отстранят от нас. И у нас должен быть спокойный, свободный брак, независимый друг от друга. Потому что мы не можем принадлежать земному мужчине в целом, без остатка. Мы должны служить этой силе, и мы ей служим. Поэтому мы можем быть уверены, что мы будем защищены от этой силы. Мы получим в любой момент защиту, помощь, покровительство и прочее. В данный момент я хочу подарить практикам сохран ведьм. Этот ритуал поможет в трудную минуту или когда беспокойно на душе, или просто начитать на всякий случай для того, чтобы знать, что тебе ничего не угрожает. То есть время от времени усилить свою защиту от лишней нервотрепки, от трудностей, которые будут мешать тебе спокойно работать. Итак, читать 6 раз. Ворон ворону глаз не клюет, черная сила не предает, на растерзание не отдает, плащом укроет, от бед собой закроет, в обиду не даст, за грош не продаст, не покинет, с дороги не скинет. Тьма тьмущая со мной, их крылья черные надо мной, их мечи для моей защиты сберегут от слез и обиды. Ворон ворону глаз не клюет, сила черная меня признает, на помощь спешит, оберегает, в беде не бросает.
Ворон с вороном кружит, покружит, сила придет и мне послужит. Тьма тьмущая со мной, их крылья черные надо мной, их мечи для моей защиты сберегут меня от нападения, от утопления, от растерзания, от унижения, от позора, от боли, от болезни, от горя, от всякой напасти, от всякой власти. Тьма тьмущая со мной, их крылья черные надо мной, да будет так. Ключ, замок, язык. Заклято. Читайте 6 раз. Потом спокойно можете идти, куда шли. Делать то дело, в котором сомневались или переживали, надо или нет. Отправиться в путешествие и прочее, прочее. Вы будете под охраной. Вы можете это время от времени просто читать для себя, чтобы усилить и обновить свою защиту. Не лишнее. Всем удачи!